Вы на канале «Заметки жизни» и я Игорь Дикун. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о необычном музейном комплексе Вроцлава. «Арсенал» – филиал Вроцлавского городского музея. В его северном и восточном крыльям находится военный музей. В старом зернохранилище – археологический музей и архив музея архитектуры. Перед входом стоят копии знаменитых скульптур «Медведь» или «Вепрь». Статуи предполагаемого культового назначения, созданные, вероятно, около 400-200 годов до нашей эры, и найденные в районе горы Сленжи у городка Соботка между Вроцлавом и Свидницей, связанные, как предполагают, с кельтской культурой. Одна из них установлена в 1903 году на вершине горы, другая на туристической тропе там же. Там же находятся и другие скульптурные изображения, как реалистического, так называемые «Дева с рыбой», так и абстрактного вида «Монах». А вот возле входа в Арсенал находится копия как оригинальная, так и в современной интерпретации, возле которого я себя запечатлел. Здесь же можно сделать фотосессию и себя в виде образа Индианы Джонса. Пройдя через бывшие ворота Арсенала, а теперь вход в него, мы попадаем во внутренний двор. Первое здание комплекса было возведено в 1459 году недалеко от Никольских ворот в западной части оборонительных стен города, у устья рва в реку Одер. Первоначально здание служило зернохранилищем для хранения зерна на случай осады города. А в XVI веке туда стали переносить оружейный склад, располагавшийся ранее в подвале ратуши, и из здания на рыночной площади, а также с хранилищ с городских стен. В дальнейшем построили каретный сарай, кузницу и оружейную мастерскую. Порох хранили в специально построенной для этой цели башне. Свой нынешний вид Арсенал приобрел в 1620-х годах. Тогда же сделали каменную облицовку колодца в стиле маньеризма. Сегодня наш рассказ будет касаться военного музея. Я не буду вам рассказывать о мечах и доспехах. Мы пройдемся по уникальной коллекции огнестрельного оружия, придерживаясь некоторой хронологической линии и эволюционного развития. И начнем мы наш рассказ с кремниевого мушкета для французской пехоты. В 1717 году он был стандартизирован. Это стал первый стандартный мушкет с кремниевым замком, который был выдан всем французским войскам. Эти французские пехотные мушкеты или мушкеты французского образца известны как мушкеты Шарлевиля в честь арсенала Шарлевиль Мезьере в Арденнах, Франциях. Производились они с 1717 года по 1840-е годы. Гладкоствольный дульнозарядный мушкет калибра 0,69 дюйма или 17,5 мм. Ложа Шарлевиля обычно делалась из орехового дерева. Вес винтовки 4,6 кг, длина более 1,5 метров, а со штыком и под 2 метра. Он служил образцом для оружия в разных странах, в том числе и первого американского мушкета Спрингфилд модели 1795 года. Именно эти мушкеты и их модификации применялись в ходе войны за независимость Соединенных Штатов и в наполеоновских войнах. На соседнем стенде австрийская пехотная винтовка калибром 18,5 мм. И дальнейшее развитие Шарлевиля, французская винтовка образца 1777 года. Длина ствола короче и вес стал 4 кг. Все это вариации шарлевильского мушкета. Ниже на стенде приспособления для отливки свинцовых пуль и сами пули. В начале 19 века произошла революция в оружейном деле. На смену кремниевым ударным механизмам пришли капсульные. Капсуль в металлические колпачки открытого типа и на основе гремучей ртути или бертолетовой соли и гремучего серебра. Старые кремниевые винтовки превратились в капсульные, например, пехотная винтовка модели 1822 года Т-БИС калибром 17,8 мм. Это переделка старых кремниевых мушкетов. А с изобретением в 1847 году пули Минье с ободками старые и новые капсульные винтовки переделывались в нарезные.
Вот старая пехотная винтовка системы Минье образца 1822 года, модель 1854 года и австрийская винтовка Лоренца образца 1854 года калибром 13,9 мм. Но все эти винтовки, использовавшие систему Минье, принадлежали еще к категории нарезных мушкетов и были дульнозарядными. Новая революция в военном деле произошла в середине XIX века с появлением игольчатых винтовок. В начале прусской Дрейзе 1840 года, а затем и французской Шаспо 1866 года. В них использовался унитарный бумажный патрон безгильзовый и скользящий затвор, что увеличило скорость стрельбы в 4-5 раз по сравнению с винтовками того времени, которые заряжались через ствол. И производили эти винтовки до 12 выстрелов в минуту. Прусские винтовки Дрейзе калибром 15-43 мм. Вот, и ниже французская винтовка Шаспо калибром 11 мм. На этом стенде представлены так называемые табакерочные винтовки и карабины. От французского слова табакеры. Переделанные казнозарядные винтовки и карабины, состоящие на вооружении во Франции во второй половине XIX века. Переделывались с 1864 года из старых дульнозарядных винтовок Минье образцов 1853 и 1854 годов, а также иных систем под металлический патрон центрального боя. Своим названием эти винтовки обязаны своему затвору, который для перезаряжания оружия открывался в бок на шарнире, подобно крышке табакерки. Их система была в целом аналогична английской переделочной винтовке Snider Enfield или Snider Tabatier. А вот на этом стенде редкая капсульная казнозарядная винтовка системы Линдера 1858 года, известную также под наименованием Подевильс Линдер, калибром 14 мм, образца 1865 года, под бумажный перфорированный патрон, принятая на вооружение в Баварии. Ее особенность – наличие затворной крышки. Стенд с очень редкими и легендарными винтовками. Редкая казнозарядная американская винтовка Джослин модели 1864 года калибром 13,2 мм. Вначале в ней использовались бумажные патроны с воспламенением пистонами, вот как в детских пистолетах. Даже были пистоны такие же ленточные, как во многих детских пистолетах. А в последних моделях используются металлические патроны кольцевого воспламенения, как известны многим мелкашки ТОЗ-8. И баварская винтовка Вердера калибром 11 мм модели 1869 года. Была первой немецкой казнозарядной винтовкой с металлическим патроном и центральным воспламенением. Ее особенность – падающий блочный затвор. А внизу этой витрины 4 винтовки Маузер модели 1871 года, получившие наименование Гевер-71. Первые винтовки фирмы Маузер конструкции братьев Пауля и Вильгельма Маузеров. Это однозарядная винтовка с продольно скользящим затвором, использующая 11-мм патроны, снаряженные дымным порохом. На ней впервые был применен хорошо известный в настоящее время рычажок предохранителя в виде флажка. В дальнейшем ее модернизировали в 8-зарядную. И вот внизу на этом же стенде патроны для этой винтовки. Новый этап в развитии оружейного дела. Французская винтовка образца 1886 года или так называемая винтовка Лебеля. Магазинная винтовка. Это первый в мире образец нарезного оружия, принятый на вооружение под патрон с бездымным порохом. Бездымный порох на основе нитроцеллюлозы синтезирован в 1884 году французским химиком Полем Вьелем. Оказался в 3 раза мощнее черного пороха того же веса, обеспечил более стабильное сгорание с образованием значительно меньшего количества дыма и нагара. А кроме того, был менее чувствительный к влаге. Это позволило перейти к патронам меньшего калибра без потери боеспособности. Винтовка создавалась группой специалистов. Один из них, полковник Лебель, начальник армейской стрелковой школы, разработал 8-мм пулю с мельхиоровой оболочкой.
Затем его имя перешло на весь патрон, а затем и на создаваемую винтовку. К созданию самой винтовки Лебель отношение имела посредственное. Винтовка калибром 8 мм имеет скользящий затвор и трубчатый магазин на 8 патронов. Активно использовалась до середины 20 века. С другой стороны стенда видны карабины и винтовка системы Бертье, основанной на механизме заряжания Манлихера на базе винтовок Лебеля образца 1886 года. С принятием на вооружение новой французской винтовки Лебеля немецкая винтовка Маузер модели 1871 года, даже в модификации 1884 года с 8-зарядным трубчатым магазином, резко устарели. Поэтому германская комиссия экспериментального оружия и пехоты начала работу над новой винтовкой. Изначально планировалось модернизировать винтовку Маузер, но такое оружие было бы неперспективным. Новая винтовка и патрон должны были быть созданы с использованием лучших конструкционных решений европейских стран. Был разработан новый патрон 7,9 мм, так называемые патроны 88, под бездымный порох. Один из первых ветрочных патронов без закраины. Благодаря этому конструкция магазина упростилась. Конструкция магазина была скопирована с австрийской винтовки Манлихер 1886 года. Затвор новой винтовки разработал сотрудник правительственного арсенала в Шпандау Луис Шлегельмильх. Форма и шаг резьбы ствола скопирован с винтовки Лебеля. Фирма Маузер не имела отношения к разработке новой винтовки. Быстро разработанная комиссией винтовка получила прозвище «комиссионной» или винтовкой образца 1888 года. Данная винтовка стала общеимперским образцом и была принята всеми землями Германии, включая Королевство Баварии. Стенд с австро-венгерскими винтовками и карабинами Манлихера модели 1895 года калибра 8 мм. Эта винтовка стала результатом опыта разработки и использования его предыдущих моделей 1886 и 1887 годов. Наиболее характерная особенность винтовки Манлихера – затвор прямого действия с прямым без поворота ходом при перезарядке и неотъемным магазином, снаряжаемый металлической трапециевидной пачкой на 5 патронов. После израсходования пачка выпадает через окно вне магазина. После Первой мировой войны эти винтовки стояли на вооружении ряда стран и использовались в конфликтах до 70-х годов 20 века. Винтовки и карабины обладали большой прочностью, незначительной отдачей, хорошей точностью и скорострельностью и до сих пор используются как охотничье оружие. Такой винтовкой пользовался и Станислав Хемпель, польский профессиональный охотник, один из самых выдающихся охотников на животных в истории экваториальной Африки. Музей Арсенала – это просто сокровищница для любителей оружия. Здесь огромное количество моделей и модификаций. Есть и японская Рисака, и швейцарская Ватерли. Первая в Европе магазинная винтовка, которую для итальянцев сначала переделали в однозарядную, чтобы удешевить и упростить, а потом снова доработали в магазинную. Стенд с одной из самых знаменитой в мировой истории винтовок. На замену комиссионной винтовки Гевер 1888 года приходит винтовка Маузер 1898 года. Это одна из лучших винтовок со скользящим затвором в мире. Новая винтовка оказалась настолько удачной, что почти в неизменном виде прослужила в германской армии вплоть до конца Второй мировой войны. А также в различных вариантах поставлялась на экспорт и производилась по лицензии в различных странах, таких как Австрия, Польша, Чехословакия, Югославия и других. Только в Германии было выпущено более 15 миллионов экземпляров винтовок и еще 20 миллионов карабинов Маузер 98К. Это модификация этой винтовки. Винтовка Маузер 98 с учетом конструктивно-сходных винтовок других производителей, имеющих другие наименования, считается самой массовой неавтоматической винтовкой в мире. По некоторым подсчетам выпущено около 100 миллионов винтовок, которые можно считать разновидностями Маузер 98, как военный, например, ВЗ-24, так и охотничий Брно 98 и ЧЗ-550. Вплоть до настоящего времени винтовки, основанные на конструкции Гевер 98, пользуются
большой популярностью и производятся и продаются, правда в основном в виде охотничьего оружия. Впрочем, многие современные снайперские винтовки также представляют собой вариации на тему системы Маузера 1898 года. Винтовка Маузер 1898 года, калибр 7,92 мм, магазинная на 5 патронов, заряжается с пластинчатой обоймы. При закрытии затвора обойма выбрасывается. С 1904 года комплектуется остроконечным 7,9 мм С-патроном. Британская империя не отставала и создала свою винтовку. Ли Энфилд – магазинная винтовка с продольно-скользящим затвором с относительно коротким ходом, которая служила основным огнестрельным оружием вооруженных сил Британской империи Содружества в первой половине 20 века и была стандартной служебной винтовкой британских вооруженных сил с 1895 по 1957 года. Калибр 7,7 мм или 0,303 дюйма. Коробчатый магазин на 10 патронов, заряжается обоймами по 5 патронов, патрон с закраиной. Вот на стенде вверху модель Ли Энфилд номер 3 МК-1 1914 года американского производства. Внизу модель Ли Энфилд номер 4 МК-1 серийно выпускалась с 1941 года. Модификации этой винтовки выпускаются и поныне. В мире их выпущено около 17 миллионов. Как стандартная пехотная винтовка, она до сих пор находится на вооружении некоторых стран британского содружества, особенно в полиции Бангладеш, что делает ее второй военной винтовкой с продольно-скользящим затвором, которая все еще находится официально на вооружении. А вот и первая по времени взятия на вооружение военная винтовка с продольно-скользящим затвором, которая все еще находится официально на вооружении. Винтовка Мосина Нагана образца 1891 года, более известная как трехлинейка. Ее наследница финская снайперская винтовка 7,62 ТКИВ-85. Это значительно модифицированная версия по сравнению со стандартной винтовкой Мосина Нагана. Но использование старых ствольных коробок в этих винтовках делает их, возможно, самым старым стрелковым оружием, используемым в настоящее время военными. Некоторые из используемых деталей могут быть датированы еще 1890-ми годами. До настоящего времени, как и Ли Энфилд, используется в вооруженных конфликтах. Винтовка Мосина Нагана калибром 7,62 мм с продольно-скользящим затвором, несъемным магазин на 5 патронов. Выпускалась она с 1891 по 1973 год в разных странах мира, в том числе Российской империи, СССР, Финляндии, США, Китае. Всего было выпущено около 37 миллионов винтовок и карабинов. Стенд с самозарядными винтовками. На этом стенде представлены самозарядные винтовки СВТ калибра 7,62 мм, ГВР-41 и ГВР-43 калибра 7,92 мм с магазинами на 10 патронов. В 1941 году немцами в больших количествах была захвачена самозарядная винтовка Токарева СВТ вместе с множеством боеприпасов к ней. Будучи хоть и трофейным оружием, она стала первой действительно самозарядной винтовкой, появившейся на вооружении немецких войск. Немецкая промышленность начала изучать это оружие и разработала ряд собственных самозарядных винтовок, введя в них систему отвода пороховых газов, используемую в винтовке Токарева. Так появилась сначала винтовка ГВР-41, которая выпускались фирмой Вальтер и Маузер. В 1943 году появилась модификация этой винтовки Вальтер ГВР-43. Выпущено было около 500 000 штук, которая оказалась столь удачной, что после Второй мировой войны винтовки долгое время состояли на вооружении армии Югославии, Израиля, Франции, а также поставлялись из США в Южный Вьетнам в рамках военной помощи. История применения ГВР-43 продолжается и в наши дни. В частности, эти винтовки являются достаточно популярным спортивным и охотничьим оружием и встречаются в локальных боевых действиях в основном в виде снайперского оружия и по сей день. Рассказывая о винтовках, нельзя упомянуть и о штыках. На стенде представлены штыки различных видов и размеров. Вот, например, штыки, похожие на мечи или палаши для английской Enfield Snyder 1853 года,
Далее французская Бертье 1892 года, а посредине штык французского арсенала в Шатель-Ро образца 1842 года капсульной винтовки. А вот этот с золотой раковиной на гарде образца 1779 года к австрийскому кремниевому штуцеру. На этом я завершаю первую часть своего рассказа о оружейной коллекции Вроцлавского арсенала. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, с удовольствием буду на них отвечать. До свидания.